Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал и на мою кухню. Сегодня мы будем готовить знаменитый турецкий десерт. В турецкой кухне есть много десертов из молока. Турков можно понять, погода стоит жаркая и есть что-то более тяжелое или жирное не хочется. Молочные десерты в такую погоду спасают. Сегодня мы приготовим мой любимый десерт, который называется sütlaç. Это рисовый пудинг. Те из вас, кто бывали в Турции, я думаю, уже давно познакомились с этим десертом. Я научу вас готовить этот десерт дома. Рецепт меня никогда не подводил, и мой sütlaç всегда получается то, что надо. Итак, начнем с того, что сварим рис. У меня уже промытый рис. К нему мы добавляем 2 стакана воды. Все пропорции я напишу под видео в описании. Для рисового пудинга нам понадобится рис круглых сортов, так как в нем больше крахмала. Рис мы варим на сильном огне. Для варки мы используем воду. Если мы будем использовать для варки молоко, то при варке молоко может пригорать, сбегать, и нам будет очень неудобно. Также пригоревшее молоко может испортить вкус нашего пудинга. Поэтому мы варим рис в воде на довольно сильном огне. Лучше взять кастрюлю с широким дном, чтобы лишняя жидкость быстрее испарялась. Варим рис время от времени, помешивая до того момента, пока вся вода не испарится. Теперь, когда вся вода впиталась, нам нужно добавить молоко. Добавляем молоко. Перемешаем. Также мы добавляем пакетик ванильного сахара и стакан обычного сахара. Можно добавить больше, можно добавить меньше сахара, в зависимости от того, как вы любите по сахару. Мне вот такой неполный стаканчик кажется достаточно. Теперь нам нужно довести молоко до кипения. Для того, чтобы пудинг был более густым, нам понадобится крахмал. Я использую пшеничный крахмал, но можно использовать кукурузный или рисовый крахмал. Турки используют крахмал для приготовления многих сладостей, в том числе и рисового пудинга. Нам нужно разбавить крахмал молоком. Для этого я приготовила полстакана молока еще в дополнение. Хорошенечко перемешиваем. Можно готовить пудинг и без добавления крахмала, так как в рисе уже содержится крахмал, и пудинг получится тоже очень вкусным и без крахмала, но более жидким. Я предпочитаю более стойкую консистенцию, поэтому все-таки добавляю крахмал. Молоко закипело, теперь можно добавлять крахмал. Хорошенько все перемешиваем и оставляем прокипеть еще на несколько минут. Даем крахмалу раскрыться, чтобы пудинг начал приобретать свою консистенцию. Мы дали рису провариться в молоке еще несколько минут до небольшого загустения молока. Теперь можно раскладывать пудинг по формам. Раскладываем пудинг порционно, такие огнеупорные формочки. Поверха не доливаем где-то по одному пальцу. Из данного количества продуктов у нас получилось 8 порций. Теперь нам нужно поставить наш sütlaç в духовку. Перед тем, как ставить sütlaç в духовку, нам нужно налить в поддон немного воды, чтобы sütlaç не пересох. Мы наливаем воду до половины наших чашек. Духовку я разогрела до 180 градусов. Мы поставим наш поднос на верхний ярус и будем запекать наш sütlaç до появления румяной корочки.
Вот такая красота у нас получилась. Ну что, будем пробовать? Я люблю сюрприз позажаристей. Выбираю с корочкой. В меру сладкий получился. Очень вкусно. Приятного аппетита! Selamun aleyküm kamera arkası. Bakkalım olmuş müdür. Merhaba. Merhaba. И... Orada